Когда фотографии и видеозаписи Ким Тэ-йона в международном аэропорту Гонолулу начали распространяться в сети, все выглядело как обычное появление знаменитости во время путешествия, пока не стало ясно, насколько масштабной будет реакция. Спустя несколько минут после первых публикаций ленты новостей по всей Корее и США были переполнены. И не только фанаты были поражены. По сообщениям инсайдеров, руководители Hype буквально застыли посреди совещания, когда на внутренних мониторах стали стремительно расти хэштеги в реальном времени. Сначала агентство решило, что это просто очередной случайный аэропортный выход. Но затем цифры взорвались. Все крупные корейские СМИ подхватили материал, и уже через час Ви на Гавайях занял верхние строчки поисковых запросов от Сеула до Сан-Паулу. Медиакоманда Hype в спешке перешла в режим чрезвычайной координации. Они не планировали никаких мероприятий для Тэ-йона, и его внезапное возвращение из частного отпуска застало отдел пиар врасплох. Тэ-йон выглядел спокойно и ослепительно. Белая рубашка, свободные черные брюки, светло-бежевая куртка, морской бриз играет его волосами. Этот естественный, непринужденный образ мгновенно стал заголовком дня. Его расслабленная аура резко контрастировала с растущей паникой в штаб-квартире Hype, где аналитики пытались понять, как обычная прогулка по аэропорту смогла нарушить корпоративные графики брендов. Внутри компании распространилась смесь восхищения и тревоги. Сотрудники шептались, что несценарные моменты Тэ-йона теперь дают больше эффект, чем официальные кампании. Руководители задавались вопросом, может ли их собственная маркетинговая система угнаться за человеком, который вызывает глобальный резонанс просто своим появлением на публике. Тем временем кадры из Гонолулу выглядели как сцены из фильма. Позднее дневное солнце освещало окна терминала, а Тэ-йон мягко улыбался сотрудникам аэропорта, вежливо кланялся, излучая ту самую спокойную харизму, ставшую его мировой визитной карточкой. Даже самые малые движения, легкий кивок, взмах рукой казались символичными. Кризисная команда Hype начала отслеживать метрики в реальном времени. Уже через 6 часов упоминания о Тэ-йоне на Гавайях превысили совокупную активность по нескольким текущим промо-компаниям. Один из аналитиков якобы пробормотал: «Он не просто артист, это явление, которое невозможно запланировать». Медиа отреагировали молниеносно. Sports Chosun назвал это самым элегантным моментом года в аэропорту. Star News описал сцену как «урок естественной славы». Молчание Hype только подлило масло в огонь. Отказавшись комментировать, они ненамеренно превратили обычное возвращение из отпуска в мировую загадку. Фанаты восприняли тишину как стратегическую защиту, доказательство того, что личные поездки Тэ-йона неприкосновенны. Но инсайдеры утверждают, это был чистый шок. Компания не ожидала никакого освещения обратного рейса, и теперь им предстояло объяснить, как случайное появление перекрыло их целую неделю запланированных промо-активностей. На видео Тэ-йон держит паспорт и телефон, идет спокойно и грациозно, рядом минимум сопровождающих, никакой суеты, никакого контроля толпы. И все же атмосфера казалась электризированной. Сотрудники аэропорта украдкой улыбались, шепча его имя. Сцена излучала странный баланс между обыденностью и мифом. Когда клип распространился в соцсетях, модные блоги начали разбирать его образ по деталям. Фактура бежевой куртки, простота черных часов, сдержанная сумка через плечо. Уже на следующий день поиски аналогичных вещей на торговых платформах выросли в разы. Партнеры Hype заметили эффект Тэ-йона даже на несвязанных с ним товарных линиях. Закрытыми дверями руководство Hype провело то, что один из источников назвал внеплановым постгавайским разбором. Совещание быстро переросло в обсуждение автономии бренда и контроля над имиджем. Один старший менеджер признался: «Мы не можем это поставить по сценарию. Он действует на уровне, который выше любых компаний». Тем временем мир просто наслаждался моментом. Фанаты говорили, что было целительно видеть его таким спокойным, улыбающимся под гавайским солнцем. Многие отмечали, что это было похоже на финальную сцену фильма, ту, после которой остается ощущение мира и вдохновения. Когда он, наконец, поднялся на борт рейса в Сеул, даже это движение, поднятая сумка, легкая прощальная улыбка стало вирусным. Комментарии переполнились похвалами за его скромность и доброту.
Он превращает аэропорты в подиумы без малейших усилий. Один фанат написал: к тому моменту, как самолет Тэйона приземлился в Сеул, Hybe уже классифицировала это как незапланированное мировое событие. Компания начала осознавать, каждый его шаг на публике равен масштабной международной кампании. Пиарщики внутри Hybe спорят, стоит ли принять эту непредсказуемость или попытаться ужесточить медиаконтроль. Но тихое понимание все же есть. Второе невозможно. Искренность Тэйона – источник его влияния. Как сказал один аналитик Рунка, ему не нужны стратегические презентации или медиапродвижения. Ему нужны только солнечный свет и камера рядом. Эта простая истина пугает корпорации, привыкшие выстраивать каждый кадр жизни звезд. Конкуренты Hybe уже изучают феномен эффект V, пытаясь его воспроизвести. Но никакой алгоритм не способен уловить суть. То, что делает Тэйона неудержимым, не просто слава, а его внутреннее спокойствие, умение превращать необычное в естественное. На Гавайях местные жители до сих пор вспоминают ту мягкую энергию, которую он оставил после себя. Сотрудники аэропорта описывали его как грациозного, вежливого, почти нереального. В тот день международный аэропорт Гонолулу перестал быть просто аэропортом, он стал центром мирового внимания. И пока соцсети вновь и вновь воспроизводят эти несколько минут спокойствия и доброты, одно остается неизменным – Ким Тэйон не гонится за заголовками, заголовки гонятся за ним. Hybe тем временем усвоила важный урок. Можно планировать релизы, ставить камбэки, строить миллиардные кампании, но невозможно создать магию подлинности искусственно. Сегодня вечером, когда мир вновь смотрит золотые кадры из Гонолулу, индустрия наконец понимает то, что фанаты знали уже давно. Тэйон не просто часть истории, она сама. И где-то в стеклянных башнях Hybe, вероятно, кто-то шепчет то же самое. Тэйон больше не просто удивляет их, он определяет их. Добро пожаловать в новую эпоху. Эффект Тэйона глобальный, неудержимый и абсолютно спонтанен. Внутренние отчеты Hybe о моменте Гонолулу уже стали учебным кейсом среди высшего руководства. И вывод в каждом департаменте один. Влияние Тэйона выходит за рамки предсказуемых индустриальных схем. Ему не нужны тизеры, расписание или предварительный хайп. Одно появление в аэропорту без постановки и анонсов принесло больше мирового внимания, чем несколько тщательно подготовленных промо-проектов вместе взятые. Это осознание вызвало в штаб-квартире Hybe легкое беспокойство. Пока компания пытается справиться с неожиданным эффектом, общественный интерес только растет.